Всем привет! Этот влог я начинаю на природе, потому что сейчас у меня режим туриста. Ко мне приехала подруга из Польши, но несмотря на то, что она из Польши, мы разговариваем по-русски. Попозже мы устроим ей интервью. Ну а сейчас мы будем подниматься на крепость. Подниматься нелегко, особенно в жару, но время уже 18:28, поэтому солнце должно быть не таким агрессивным, все должно быть нормально, и я покажу вам наш путь. Вот такой прекрасный вид на море и очень милый мини-парк или сад. Сейчас сделаем пару фотографий и пойдем дальше, немного выше. И вот он вид на город. Я и товарищ лучник хотим показать вам вид. Вид у нас вот такой. Люди ходят. И кораблики, лодки плавают. Это, кстати, лук или арбалет? Какая разница между луком и арбалетом? Так, ребята, я попыталась разобраться, что же это такое. Смотрите, вот это лук, это арбалет. И я думаю, что на видео именно арбалет. И тогда неправильно называть этого человека лучником, если в руках у него арбалет. Правильнее назвать его арбалетчиком. Ну, если я ошибаюсь, скажите, пожалуйста, об этом мне в комментариях. Все, мы уходим вместе со всеми. И какой же красивый свет. Во вторник на завтрак мы пошли в кафе и попробовали чуррос впервые. Мне понравилось. Потом мы пошли на пляж, отдыхали в тени под зонтиками, купались в море. На перекус у нас был виноград и бананы. После обеда у меня были уроки, поэтому я пошла домой. А вот в среду вечером мы пошли в бар с вот таким видом на площадь. Там я устроила интервью подруге. Итак, Гражина, откуда у тебя такое красивое и необычное для меня имя? У меня дедушка по национальности поляк, поэтому имя выбирал он, и я Гражина. Это польское имя. Боже, я волнуюсь, Наташа. Я вся дрожу. Хорошо, но ты полька или да, нет? Да, я полька по национальности. С рождения у меня тоже написано, что я полька. Но почему ты так прекрасно говоришь по-русски? Потому что когда-то, давным-давно, мой дедушка поляк женился на моей бабушке, которая из Беларуси, и мы живем недалеко от польской границы. Угу, понятно. И на каком языке тебе больше всего нравится говорить? Мне кажется, на двух, на русском и на польском. Для меня это как родные языки, но точно не на английском. Да, то есть ты билингв? Да. Понятно. И где мы с тобой познакомились?
Мы с тобой вообще познакомились, можно говорить, что в Москве или не надо. Можно, конечно. Почему нет? Мы с тобой познакомились в Москве, мы вместе работали. Это было очень давно. Ну, не давно, 7 6 лет. Ну да, 6-7 6-7, лет. где-то так. Да, Жизнь такая непредсказуемая штука, что мы не могли даже представить, что когда-то встретимся в Испании. да, что будем сидеть здесь. Да, И пить вино. где тебе больше всего нравится жить? Ты сейчас живешь в Варшаве? Да, я сейчас живу в Варшаве уже давно. Да, и где тебе больше нравится жить? В Варшаве? Это мое Да. сердце. Мое сердце там. Всегда, наверное, там оставалось. О, жди меня в гости. Очень жду. Сегодня мы дегустируем мороженое. У меня это маскарпоне и строчителла, по-моему. А у тебя? Нутелла, сникерс и ваниль с вишней. Полный расколбас. Да. Сегодня мы гуляем по району, который называется Санта-Крус. И это очень уютное место, где есть маленькие домики разных цветов. Идеальная фотозона для девочек. Ну, и для мальчиков тоже. У меня, наверное, будут очень одинаковые все видео, потому что мы часто где-то наверху, но именно отсюда очень красивый вид на город и красивый вид на море. Особенно сегодня. Сегодня ветер, сегодня ветрено, и даже отсюда видно волны. Сейчас покажу. Ладно, глазами было лучше видно. Вот они белые. Это все волны на море и прекрасный вид на город. И несмотря на то, что сегодня ветреная погода, очень приятная. О, слышите звон колокольный. Погода приятная, не сильно жарко, но в то же время достаточно тепло. И сегодня я видела фотографии людей из Москвы. Там уже осень, и для меня немного необычно, потому что здесь погода летняя. Так, ну что, время ужина. У нас здесь пиццы и паста. И, конечно, напиток. Всем привет! Сегодня воскресенье. Обычно я работаю в этот день, но сегодня я перенесла свои уроки и решила побыть туристом. И сегодня мы поедем в соседний город, который называется Бенидорм. Вот так вот я сегодня выгляжу. И было сложно решить, что надеть, потому что хочется что-то комфортное, потому что мы будем много гулять, но в то же время красивое, чтобы были красивые фотографии. И, конечно, план не обгореть, потому что солнце сегодня яркое, сегодня очень ясная погода, поэтому мне нужно будет надеть свою панамку, как всегда. И еще я хочу показать подарки от Гражины, сувениры. Пойдемте. Ну, может быть, слово «сувениры» не лучшее слово здесь, потому что все подарки — это еда. Вы помните, что она приехала ко мне из Польши, из Варшавы. И здесь у нас закуска к пиву, шоколадка молочная и соплица. Кстати, я не знаю, что это, именно ликер или настойка. В общем, небольшой алкогольный подарок. Ну и на самом деле были еще конфеты, птичье молоко.
но я так их люблю, что, конечно же, я уже их съела. Ну и вообще птичье молоко очень интересное название, потому что мы говорим коровье молоко, козье молоко, например. И когда мы говорим птичье молоко, немного непонятно, как птицы могут давать молоко, но это просто так называются конфеты. Очень вкусные. Если вы когда-либо пробовали, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам понравилось или нет. Я обожаю. И мы, кстати, называем еще иногда такие конфеты птичка. Просто птичка. Что тоже очень мило. Очень милое название. Ну все, время выходить, потому что Гражина уже ждет меня где-то в кафе. И мы поедем на поезде, метро. Я не уверена, как правильно назвать этот транспорт здесь. И, кстати, в России мы используем поезда между городами, но для пригорода, для небольших расстояний используются электрички. В принципе, выглядит это тоже как поезд, просто немного другое расположение кресел, немного другая цена. Ну и, как вы уже знаете, в России в поездах мы обычно спим, то есть там есть место, где можно спать, и в электричках обычно нет, потому что они идут не на такие большие расстояния. Но здесь, в Аликанте, в нашем городе, я не уверена, что это, потому что иногда это под землей, как метро, но в то же время потом это над землей, как трамвай. Я не знаю, как это назвать, но в любом случае это комфортный транспорт, и когда он над землей, красивые виды. Мы будем ехать, как я понимаю, долго, несмотря на то, что расстояние не очень большое, но для меня это хорошо, потому что когда ты турист, ты просто смотришь и наслаждаешься видами. Улицы Бенидорма. Если честно, трамвай был комфортным внутри в плане температуры, потому что там работал кондиционер, и это очень хорошо. Но ехал он не очень ровно. И, кажется, меня немного укачало. Первая остановка — амфитеатр. Место, где можно сидеть. Сейчас здесь трава, но я думаю, летом сидеть на траве очень даже приятно. Большая площадь. Ну и сама сцена. Жаль, сегодня нет концерта, но уверена, что здесь очень атмосферно. Все, мы на набережной. Красивый вид на город. Воду. И даже видно остров. Красивый обрыв. Сейчас мы пойдем вот туда. Я думаю, там открывается очень красивый вид на пляж и на город. Сохранились какие-то развалины. Мне нравится, когда так делают, когда сохраняют, оберегают что-то очень старое и ценное. Это банда чаек. Привет! И очень красивый вид, как волны бьются
А камни? И вот такой большой поток людей, потому что туристический сезон продолжается. Такие все красивые. Сувенирный магазин. Есть тарелочки, такие наборы, пробки для вина, пепельницы и много всякой всячины. Что, Гражин, домой едем? Конечно, домой. Устала? Да, я уже покушала, устала, мне бы сейчас уснуть. Да, мы нагулялись. Мы собрались на прощальный напиток. Будем пить, прощаться. Последняя с Англией в этом году. У Да. меня. Только Но не у меня. Да. Ну как тебе Аликанте? Вообще прекрасный городок, я бы еще сюда вернулась. В следующем году, как я тебе говорила. Что тебе больше понравилось? Больше всего? Мне нравится, что здесь культурно, можно куда-то сходить, что-то посмотреть. В Бенидорме, кстати, там мало. Ну да, в Бенидорме Да. курорт, Да, купаться в море, сидеть в баре. да. Здесь очень красивый старый город, и не только старый, вообще город, согласна. Смотри, польская опять, польский город. Ну тут точно поляки живут. Да, поляков здесь много. Тут даже яхты с польскими флагами. Да.